Дорогие друзья, дорогая Мария. Дорогой Михаил. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте. У нас сегодня очень болезненная тема. Многие люди пережили развод, расставание, предательство, обман. И теперь они боятся, что это повторится, вступать в отношения людей и так далее. Вот как пережить такие стрессы жизненные, как развод, расставание, предательство, и не просто жить дальше, а счастливо жить дальше, не боясь ни людей, ни отношений, ни ситуаций. Алло. Говорите, пожалуйста. Вот. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Ольга. Да, Оля. Я была, конечно, очень в шоке сейчас от темы вашей сегодняшней передачи. Потому Да, что я сам в шоке. Я еду на встречу с психологом семейным именно по причине того, что вот получилось так, что у меня муж мне изменил. Мы решили пойти к психологу. Вроде как все наладилось. Прошел месяц, вроде как все наладилось, но я не могу до конца себе побороть какую-то обиду, и для него это проще, он вроде как все вернулось на круги своя, а для меня вот нет. И мы решили даже пойти к психологу. Я не понимаю, как это все переживать. Вот хотела послушать, объясните мне, пожалуйста, как это можно сделать. Ну, во-первых, я не знаю, простите вы или не простите. Тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Во-вторых, я бы сделал... Хочется, конечно, простить. Хочется простить, значит, у вас все получится. Если будет совсем тяжело, и вас будет все время эти мысли преследовать, может быть, вам какое-то время пожить отдельно, там, пару месяцев, например. Что вы по мужу соскучились, и у вас как бы отошла эта проблема, отпустила вас. Вы же продолжаете вместе жить, правильно? Да, продолжаем, конечно, у нас дети. Да. Вот. Или хотя бы, я не знаю, там, дистанцироваться на месяц от того же секса, чтобы хоть как-то... Я тоже думала, что, может быть, извините, что, может быть, уехать куда-то нужно там на месяц, отдохнуть мне одной или мне с детьми, отдохнуть именно от отношений. Но есть страх того, что я его оставлю одного, так. И может это повториться. Вот теперь у меня есть этот страх. Раньше этого страха мы не было. Мы сейчас решим вашу проблему за 1 минуту. А что будет, если это повторится? Тогда я совсем не смогу, наверное, простить никогда. Ну и все, а что тогда волноваться? То есть, если это повторится, то вы что будете делать? Разводиться. Ну а чего тогда боитесь? Женщины, наверное, которые да. не боятся и которые точно знают, что они будут делать, если с ними так поступят, мужья с них пыль сдувают, я вам серьезно говорю. Самые уязвимые люди — это те, которые не знают, как в такой ситуации быть. Они немножко жертвы, они там плачут, рыдают. Есть варианты, когда там человек, прощает, да, всякое бывает. А есть вариант, когда женщина говорит, все, типа, до свидания. И мужчина, даже когда женится, он уже об этом знает. Он может, конечно, изменить, но такая дорогая цена вопроса. То есть, как бы там сразу развод за этим последует. И вот таких женщин мужчины, боятся, я бы даже сказал, где-то. Вот. А вы, я надеюсь, мужа простите, и у вас будет светлая, хорошая жизнь. А тем временем, Михаил, нам пишет слушательница, задает следующий вопрос. Как перестать завидовать бывшему? Мы расстались полгода назад, причина — он решил жениться на другой. И эта новость выбила меня из привычной жизни. Я уволилась, уехала из города, где мы жили вместе. И теперь мы далеко друг от друга не общаемся. Но я все думаю, как он там со своей новой женой. Завидую ему, что он спокойно живет дальше, а я все никак не могу восстановиться после расставания. Как мне отпустить ситуацию и перестать обижаться и жить дальше? Вы знаете, тема, с одной стороны, сложная. С другой стороны, если вы кое-что про себя поймете, то она легкая. А что вам надо про себя понять? Я лично не верю в истории, наверное, они бывают, но я в них не верю. Это история о том, что мы жили счастливо, и вдруг ничто не предвещало беды, пришел муж и сказал мне: я развожусь с тобой, я полюбил другую.
И теперь я не могу успокоиться, я всеми думаю об этом, я одна. Но я так поняла, что они не были в отношениях мужа и жены, а просто встречались. Ну, или вот так. Я хочу сказать, что если вы вспомните, что у вас были за отношения, то вы 100% поймете, что это были не совсем хорошие отношения. Что были какие-то косяки в этих отношениях, и можно было из-за них предположить, что дело кончится плохо. Но люди обычно пропускают мимо ушей все сигналы, все звонки, набаты, колокола, думают, что это так просто. А потом, когда это случается, они в шоке, подавлены, раздавлены, обескуражены, разочарованы. А вот если бы они сказали, например, я сейчас не про вас говорю, я не знаю, как у вас отношения складывались. Там, смотри, я ему позвонил, а он мне перезвонил только через 2 дня. Или он пропал куда-то. Или когда мы встречаемся, он кладет телефон экраном вниз, а если ему кто-то звонит, он говорит, извини, пожалуйста, и куда-то уходит. Ну и так далее. И я делаю вид, что все нормально, я ничего не замечаю, а потом вдруг он вообще пропадает. Но чтобы этого вдруг не было, надо следить за своим состоянием. И если вам что-то неприятно, то, скорее всего, в этот момент, может быть, есть смысл уйти. Тогда не будут такие проблемы. Добрый вечер. Добрый вечер. А сделайте, пожалуйста, потише ваше радио. Я хотел спросить, что вот эти все проблемы, которые возникают после разводов, расставаний и всего прочего, это дело стереотипов, которые созданы, да? То есть, что каждый человек кому-то что-то обязан. Так скажем, что каждый человек не должен быть защищен тем, что от этих разрывов отношений или чего-то прочего. Что дело не в доверии, да, это, мне кажется, что это закрывается доверием, а вот стереотипами, скорее всего. Вы думаете, я что-нибудь понял? Я ничего не понял. Ну, я переведу, да, если стереотип, в моем понимании, это то, что если мы вот решили расстаться, что многие люди живут и терпят друг друга. Да. Так. Теми, скажем, обязательствами, которые созданы стереотипами того, то, что надо вот жить там, ну, если там терпеть, там еще чего-то, ну, вот в этом смысле я абсолютно, да, с вами согласен. И, кстати, насчет стереотипов, в Семейном кодексе Российской Федерации сказано, что брак в Российской Федерации дело добровольное. Там никто не заставляет никого терпеть. Но все равно стереотип это навязан. То, что мы должны терпеть, и все прочее, да, то, что женщина, скажем так, не должна быть защищенной. Я имею в виду, не должна быть защищенной от развода. Да? Как сказано, Христос терпел и нам велел. Ну, да. С тех пор и пошло-поехало. Да. Почему вот нельзя, женщина должна понимать, то, что при там разводе, если мы там, разводим, устали мы друг от друга, все, да, вот как люди, многие, я знаю, живут там и терпят уже, да, портя себе жизнь и там все прочее, то, что там, тот же мужчина, женщина, они ничего не теряют, так скажем. Но для этого надо понимать, а вы понимаете, в России есть стереотипы, что женщина должна быть замужем, что у детей должен быть отец, что какой-никакой, а надо терпеть. Я помню интересную историю такую. Она на самом деле не сколько интересная, сколько очень тяжелая. Значит, передача, она называется по-разному. Раньше она называлась, хотел сказать, «Осторожно, Малахов», а теперь «Здравствуй, привет, Андрей», да, по-моему, неважно. Вот эта передача. Великие скрижали телевидения. Да, вот. И там была такая история, что жили муж с женой, и была у них дочка маленькая. И муж издевался над женой и над ребенком, даже бил их. То есть и жену бил, и там 3- или 4-летнего ребенка. Жена от него еле-еле вырвалась, она с ним развелась и вышла замуж за другого человека. И тот принял ребенка как родного, ребенок принял маминого мужа как родного отца, и вдруг мама попадает в ДТП и погибает. И дальше следующая ситуация. Мужик с чужим ребенком на руках при наличии живого биологического отца. И по закону ребенка надо отдать обратно отцу, потому что мамин муж никем для ребенка не является. Он мамин муж, так теперь и мамы нету. И вот, значит, такая сцена к вопросу о стереотипах. Значит, этот мужчина приходит с ребенком, ей уже лет 10 девочки, в студию к Малахову.
Вот. А она как-то все очень напрягается, ну, понятно, телевидение, студия. И в это время входит ее биологический отец. У ребенка начинается истерика. Она обнимает этого мужчину и говорит: папочка, помоги, я его боюсь, папа, защити меня. В это время Малахов, дай ему Бог здоровья, подходит и говорит: девочка, ты че, твой отец родной, ну-ка поди обними его, это ж папка твой, ты что, боюсь? Вот это жесть наша российская, да? То есть в любой другой стране он бы просто сидел бы за издевательством над ребенком, а здесь, скорее всего, ребенка могут отдать отцу. У материного мужа прав никаких нету. Вот что такое стереотипы. Никто не должен терпеть ничего, ни ради чего и ни ради кого. Я абсолютно с вами согласен. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот я чувствую, когда Мари говорит, это еще, так сказать, затравочка. А когда уже мужской голос вступает, только тогда, Мари, люди здороваются. Понятно? Нет, известно, что люди здороваются после того, как им алло говоришь. Ну, как вариант. Мы проверяли. Так алло, таки да. Говорите, пожалуйста. Таки добрый вечер. У меня такой вопрос. Как перестать бояться вступать в новые отношения после того, как 2 раза вдовел? Слушайте, а вы видели этот сериал тоже? Или это прямо из жизни? Нет, это моя жизнь. Я просто так получилось, что вот снаряд упал дважды в одну и ту же воронку. И сейчас... А можно я вам расскажу страшно. этот маленький эпизод, и вы поймете, о чем идет речь? Да. Значит, во-первых, чтобы вы понимали, сейчас очень во многих странах рулят израильские сериалы, включая сериал «Родина» там и другие. Это израильский сериал. Сериал «Фауда» знаменитый. А есть такой сериал, я, черт, не могу вспомнить, как... Ну, вспомню, скажу. Короче, сериал про огромную семью в Иерусалиме, где глава семьи, он этот самый директор религиозной школы, у него, по-моему, 5 или 6 детей, и среди его детей есть сын, который преподает в религиозной школе и влюбился в учительницу. И она ему не отвечает взаимностью, потому что она похоронила 2 мужей, и очень боится, что если она примет его ухаживание, он тоже умрет. Вот я забыл, как этот сериал называется. Гениальный сериал, прям оторваться невозможно. То есть у вас погибло 2 мужа. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. И вы боитесь 3-й раз выходить замуж, потому что прям реально как в сериале. Он говорит: да он мне тоже нравится, папа, но если он умрет. Ну, я не то чтобы боюсь, что он умрет, а я боюсь, что мне опять будет больно, да, то есть вот это меня страх. А почему они должны все умереть, вы считаете? Слушайте, я и 2-й раз не думала, что так получится. А как они погибли, кстати? Как они погибли? Это болезни какие-то? Нет, первый муж просто скоропостижно умер, да, была скоротечная болезнь. Такая, в общем, так получилось. А 2-й ДТП, автомобильная авария. И вы хотите из этого делать какое-то обобщение. А сколько у вас было всего мужчин? Простите за очень нескромный вопрос, но он имеет прямое отношение к нашему разговору. Хотите так, скажу, сколько у вас было таких, как говорят девочки, серьезных отношений? Вот так. Очень серьезных. 4 раза, из них 3 раза я была замужем. То есть кто-то еще живой? Да, кому-то повезло. Подождите. Ну а зачем вы говорите еще про кого-то, если у вас есть 3-й муж? Или я что-то неправильно понял? Нет, третий как раз погиб, да. А это первый, с которым вы развелись? Первый жив, да. Думаете, потому что он развелся, он жив? Почему он? Я развелась. Спасли парню жизнь. Короче, что делать в такой ситуации? Скажите, нет, если вы не хотите со мной разговаривать, скажите прямо. Я когда знакомлюсь с мужчинами, А как вас зовут, вы не сказали? Трудно искать недостатки. Как вас зовут? Меня Ольга. Оля, вот в чем величие таких режиссеров, как Тарантино или братья Коэны? В том, что они из смерти делают комедию. Вот смотрите. Да. А вы замуж не выходите, вот. Вы как бы живите во грехе.
И тогда, может быть, опасность минует. Хотя, с другой стороны, понятно, что это ваши страхи, и вы обобщаете. То есть у вас было 4 отношения, из них 2 закончились смертью. Но пока, кстати, 50 на 50. Думаете, перевесить... Надо продолжить это, кстати, изучение. Да, ну, это же интересно. Репрезентативную выборку. Только будьте честны с мужчиной. Скажите: мужчина, я вас люблю, но я вам скажу честно. У меня было 4 раза серьезные отношения. 2 из них умерло, а 2 живо. Вот интересно, что с вами будет. Ну, убежит, так значит, не судьба. Вот проверите, насколько он вас любит. Хорошо. Внимание. Так, а тем временем мы нашли сериал, возможно, Ольге тоже стоит его посмотреть, он называется «Штисель», Да, чтобы «Штисель» это не значило. Штисель, по-моему, это фамилия, их не помню. Штисель. А вот нам пишет, кстати, вот угадайте, мужчина нам пишет или женщина? Спасибо за программу. Однажды на высшей философии нам говорили, что 99% мужчин хотят изменить, и 99 из них хотя бы раз, но изменяют. Это же верно? Это мужчины пишут, Точно, во-первых. точно. Наверное, продолжение. Наверное, женщины должны быть к этому готовы. Вот тут тоже точно понятно, что мужчина хотя бы в глубине души. Герман Гуротарев. Кстати, многие мужчины не очень-то и рады своей полигамности. Я все к тому, что мужчины умеют, капслоком пишет Герман, любить, но и не могут себе отказать. Вы знаете, Вот здесь без капслока, обратите внимание. Что такое капслок? Большие буквы. Вот я вам отвечу на вопрос. Значит, во-первых, статистика неверная. 82% мужчин и 78% женщин на вопрос, изменили ли вы своему супругу или супруге, если бы он или она никогда об этом не узнала, ответили утвердительно. Это первое. Далее, не может внутри одного вида мужчина быть полигамной, а женщина моногамной. Это исключено. Ну, Герман верит, понимаете, тут главное. Герман, а как быть с 1% настоящих парней, которые никогда родину не предадут? И еще хочу сказать, 2% людей полиаморные. Что бы это ни значило, Мари. А что это значит? Но это мне более понятно, чем штисель. Полиаморные? Да. Это когда они могут одновременно... А как по радио правильно говорить? Одновременно? И с тем, и с другим полом одновременно. Да ладно, и так можно? Ну, на букву «Е» одновременно. Че, правда? Но в наше время все правила филологии становятся полиаморными, я бы сказала так, да. Спасибо. Значит, когда они могут любить 2 и более людей одновременно. Вон оно как. Может, почитаем, что? Ольга из Германии пишет: «Здравствуйте, я находилась в тяжелых отношениях 4 года. После расставания прошло где-то 3-4 месяца, и я познакомилась с моим актуальным партнером. После предыдущих отношений я абсолютно боялась доверять кому-то, открыться новому человеку, но я все-таки рискнула, кстати, откинуть все прошлое, и где-то на 90% у меня это получилось. А вот полгода назад мужчина начал переписываться со своей бывшей подругой. Несколько лет назад у них что-то было, и я его застукала. И теперь часто думаю, что он с ней переписывается, и эта мысль меня злит. Как закрыть на этот случай глаза или не думать, что это сможет случиться еще раз?» Но вы должны опять то, что я вам предложил, быть, как бы это, я бы сказал, женщиной с яйцами. То есть вы должны так себя вести, что когда даже вы еще женихаетесь, и ваш будущий муж, а ныне жених, просто на чью-то грудь глаз положил, повернул голову в сторону чьей-то задницы, а не дай бог открыл рот и прокомментировал, или как-то так себя странно повел, вы вошли в комнату, он тут же захлопнул крышку компьютера, и вы говорите: да, ну ладно, пока. В ногах будет валяться, землю будет есть и никогда не изменит, потому что он вас уже боится. А вот те женщины, которые ведут себя как жертвы, которые плачут, которые спрашивают вот так: почему, за что ты так со мной, что я тебе плохого сделала, почему ты так со мной поступил, с ними мужчина обычно не считается. Почему не считается? А она типа все проглотит и никуда не уйдет. А особенно те женщины, которые еще материально зависимы.
И там мужчина тоже понимает, что она никуда не денется, потому что ей деньги нужны. Вот если вы не хотите быть жертвой, а измена достаточно серьезная проблема в отношениях и в браке, и по причине развода входит, по-моему, первую четверку или даже тройку причин развода. То есть это не так, знаете, в таблетках пишут там один случай на 10 миллионов летальный исход. Здесь не один случай на 10 миллионов. Вот если вы вырастите, и детей своих вырастите независимыми, самодостаточными, независящими от чужих денег, особенно если у вас дочка, то таких проблем не будет. Добрый вечер, алло. Здрасте. Добрый день, здравствуйте. Андрей, город Москва. Спасибо, вот Андрей. Большой есть. Можно? Пожалуйста, да, конечно. Вопрос, как быть? Вот мне 32, и вот иногда кажется, что любишь, а иногда вот там на следующий день что-то, вот как-то вот не получается. Ну как быть? С этим очень просто, подождать больше, чем один день. Ага, понял, спасибо. Хотя бы месячишко там, и посмотреть, как оно будет. Хорошо, спасибо, будем ждать. Я вам желаю успехов, да, ждите. Как говорил Борис Борисович Гребенщиков, некоторые женятся, а некоторые так. Надо просто подождать и посмотреть, что это. Да. Проблема в том, что есть люди. Вот я вам пример такой приведу. Вот приходит на прием женщина и говорит: Михаил, у меня нет секса от слова вообще. Я говорю: в чем, мужчина не попадается? Нет, говорит, я сама избегаю. Почему, спрашиваю я. Ну, потому что мне, чтобы заняться сексом, надо человека любить. А я никого не люблю, поэтому нет секса. Казалось бы, такая странная история. Значит, что выясняется в корне этой истории? То, что женщина боится секса, и поэтому она придумала очень интересную историю, что без любви секса нету, а так как нет любви, то и секса тоже нету. Все. Это что такое? Это страх. Опять, быть обманутой, страх измены, страх обмана, и человек избегает отношений. Или, например, также люди вместе не живут. Почему? Говорит, то же самое. Говорит, я не люблю, а че я буду вместе жить? Это почему? Есть страх, многие соскакивают до того, как они начинают хотя бы разговаривать, как бы им съехаться. Говорит, все прошло, как говорится, любовь прошла, завяли помидоры. Вот смотрите, что нам пишут. В очередной раз, без подписи, к сожалению, от меня ушел мужчина. И из раза в раз повторяется одна и та же ситуация. Я знакомлюсь, есть взаимный интерес. Мужчина настойчив, добивается внимания, а через какое-то время мужчина просто перестает писать и исчезает. Что это? Страх отношений, и как избавиться от этого замкнутого круга? Подождите, это мужчина страх отношений? Вот непонятно, просто написано «страх отношений». Слушайте, дорогая слушательница, имя имеет слушательница? Давайте я сейчас посмотрю в WhatsApp даже. В энциклопедии, как ее зовут? Муслимат. Муслимат, дорогая, вам должно быть глубоко фиолетово, почему он себя так ведет. Я вообще призываю всех своих слушателей, независимо от их пола, возраста, цвета кожи, национальности, вероисповедания, не лезть людям в голову и не спрашивать, почему он или она себя так ведет. Вместо этого я вам рекомендую спросить себя, что я чувствую, нравится, не нравится, готов ли я продолжать и так далее. А вот эти вопросы, почему он так делает, почему он той инициативу проявляет, он пропадает, какая разница, почему? У невротиков такая, знаете ли, а есть просто психически неадекватные люди. У них такая разнообразная жизнь, вы там замучаетесь понимать их мотивацию. Иногда эта мотивация носит вообще патологический характер. Поэтому вы себя спросите, вас напрягает, что он пропадает? Ну так заканчивайте с ним отношения, а не спрашивайте, что им руководит. Партия им руководит и правительство. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, мне 32 года. И у вас такой грустный голос. Так. Очень редко кто-то нравится. И я прочитала, что это там низкая самооценка, но хотя я считаю себя очень красивой девушкой, хорошая фигура, красивое лицо, волосы, все прекрасно. Но вот вы говорили, если можно выйти без макияжа, я спокойно могу выйти. И на работу хожу без макияжа.
Вот. Как вообще с этой проблемой бороться? И вообще что делать? Екатерина, во-первых, пришлите фото. Во-вторых, смотрите, почему такая логика есть у людей, что мало, им, многие, большинство не нравится людям с низкой самооценкой. Логика вот какая. Если я не нравлюсь себе, то я то же самое распространяю и на других людей. Как бы они мне тоже не нравятся. Когда я нравлюсь себе, то большинство людей для меня тоже красивые. Есть такая идея. Теперь, может быть, есть какая-то разница между словом «нравится» и «влюбиться». Мы предположим, есть же красивые мужчины, люди, вам попадаются на улице? Просто внешне красивые. Как-то, привлекает, но потом что-то какая-то черта не нравится и не хочется отношений. То есть как-то... Вот тут уже интереснее, да. Во-первых, давайте разделим две эмоции: нравится и влюбиться. Человек не может влюбиться по заказу. Человек влюбляется совершенно спонтанно, совершенно бессознательно. И, кстати, не в самых красивых, я вам хочу сказать. Как звучит наша поговорка? Любовь зла. Как там дальше? Полюбишь козла. Даже можно слово «козел» на радио говорить? Да. Это первое. Второе. Я помню, у меня было пару раз в жизни, что я люблю красивых, но мне пару раз прямо влюблялся в страшненьких и даже не мог понять, почему. Но это и есть химия, которая делает совершенно бессмысленным все разговоры о том, какие тебе нравятся. Каких любишься, такие нравятся, правильный ответ. Если мы говорим о том, что они вам поначалу нравятся, а потом у вас разочарование, правильно вас понял? Например, внешность понравилась, потом начинаешь общаться. А богатый внутренний мир не очень, хочется, да? Особого отношения, знаете, чтобы ему это нужно было это. А если, так, мне тоже не становится неинтересно. Вы знаете, я боюсь, что у вас таким образом срабатывает защитный клапан. Вы, может быть, в глубине души боитесь отношений, я об этом говорил в самом начале. И поэтому совершенно неосознанно вдруг начинаете к чему-то придираться. Для того, чтобы соскочить. То есть пока вы еще, так сказать, привет, как дела, ничего. А когда какие-то, как говорят американцы, на новый этап отношений должны перейти, то вы из-за страха, да вы даже не чувствуете страх, вы просто соскакиваете. Такой отработанный механизм. Что-то мне не нравится. Там запах не тот. Какие-то ногти грязные, уши немытые. Понимаете? То есть такой механизм, который делает невозможным дальнейшие отношения. Это моя вторая версия. Что скажете? У меня были отношения, но как-то к этому, эти отношения ни к чему не привели. То есть не то, что там никогда никто не нравился, да, то есть все равно кого-то. Вы сейчас рассказываете про очень первую влюбленность в 6 классе? Нет, в этом году у меня были отношения, но они закончились очень странным образом. Кто-то умер? Нет, просто парень перестал писать. Парень? Я спросила, все хорошо? Он сказал, да, все хорошо, все отлично. И все. И слился, да? Угу. Это мне всегда бывает интересно. В вашем понимании это произошло вдруг, да? Он несколько дней ходил какой-то злой, но можно было что-то сказать. Но всегда писал, всегда звонил. Я не знаю, с чем это связано. А у вас есть какие-то догадки, может быть, какие-то, версии, почему так произошло? Нет. Он ходил какой-то злой. Вернулся к прошлым отношениям, я не знаю. А его злость имела отношение к вам, вы считаете? Какой-то раздраженный, может быть, это на работе. Нет, а была причина в вас? Раздраженность в голосе. Ага. Понятно. И это было несколько дней. Я тоже не понимаю, почему так произошло. И мне не хотелось даже дальше расспрашивать что-то, почему или что-то еще. Нет, так нет. Но я тоже считаю, что это хорошо, что он слился, потому что люди, которые себя так странно ведут, которые уже на вас сливают свой негатив, полученный в другом месте, да, такие для отношений ведь тоже никому не нужны.
Ну да, я рада, что это случилось рано, чем, да, там через пару лет, что просто... Когда у вас сразу 3 случилось. детей, конечно. Мгм. Что я вам хочу пожелать? Мужу не пьющего, детей побольше. Все будет хорошо. И фотографию присылайте, слушатели требуют. Слушатели меня не будут пока, я только для себя. Слушатели обойдутся, тут один вот прям очень настаивает, но нет. Юлия нам пишет: добрый вечер. Я расстаюсь с мужчинами из-за их финансовых проблем. Но почему-то боюсь отношений с обеспеченными мужчинами и даже их избегаю. С чем это может быть связано? Ну, с одной стороны, вы общаетесь с мужчинами, которые материально проблемные. С другой стороны, вы боитесь зависимости. Мужчины, которые обеспечены, как вы выражаетесь, у вас может быть слабость какая-то. Очень многие девочки хотят, чтобы их обеспечили, но это влечет за собой зависимость. То есть, как говорится, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И вот, не желая попасть в зависимость, вас напрягают люди богатые, и вы их, собственно, поэтому избегаете. И в каком-то смысле это нормально, это правильно, потому что если вы хотите равноправных отношений, нужен мужчина с таким же материальным положением, как ваше. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Так приятно оказаться в прямом эфире. У меня такая проблема. Если хотите, можете поговорить, мы просто помолчим. Нет, мне очень нравится вас вообще слушать, конечно. Но мне бы интересно было услышать ваш ответ на вот мою ситуацию. Пожалуйста. Я нахожусь на данный момент до сих пор в отношениях. Мы с молодым человеком 2 года вместе. Он иностранец. Мы были до, собственно, коронавируса все время вместе. На максимум пару неделек разлука. Месяц вместе, 2 недели раздельно, вот так. А теперь была возможность приезжать только у меня, получается. И как-то я выгорела за это время. Это лучшие отношения в моей жизни на данный момент. И мне было бы безумно жалко их терять, но я не могу справиться с какими-то своими эмоциями. То есть вам не очень хочется к нему ездить, я правильно понимаю? Да. Притом, я, возможно, даже скучаю по нему, но вот эти все перелеты, пересадки. Я прошу прощения, если это не секрет, а он из какой страны? Италия. И он не может приехать к вам, Нет, Россия пока закрыта, к сожалению. а Италия открыта. Италия открыта и по договоренности. Что по договоренности? Ну, если вам дают ноту, с помощью которой вы можете въехать на территорию страны, Так. можно въехать. У меня она есть. Но вас ломает ездить к нему. Есть причина, он вам не помогает, вы платите деньги в чем? Нет, он платит за это. Он готов сам встречаться. Не знаю, у меня такое чувство. Но, может быть, было. прошла любовь, завяли помидора? Ну, в таком случае очень обидно терять такого человека. Нет, вы знаете, обидно терять, которого ты любишь, а который тебе не нужен, не обидно. Если вас ломает к нему ехать, и это не материальные проблемы, а психологические, то, скорее всего, просто вы не настолько хотите его так часто видеть. Вы часто к нему ездили? Езжу, получается, 50% времени у него. Последний раз были 2 месяца вместе подряд. Этот раз могу только на 2 недельки приехать. Ну вот, поэтому, как-то все это изжило себя. Угу. Вы знаете, я хочу вам сказать такую вещь. Очень многие люди расстаются очень тяжело. Через скандалы, крики, как эта передача называлась, интриги и расследования. А есть здоровый способ расстаться, для этого надо быть самим здоровыми людьми и иметь здоровые отношения. Это ситуация, когда отношения себя изжили. Здесь никто не в обиде, здесь нету конфликта, здесь нету мордобоя, здесь вообще ничего такого нету из жизни невротиков. А просто вот человек как бы не совсем твой, и не имея никаких взаимных претензий, люди расстаются, потому что просто, не их. Вот я сейчас вспоминаю за мою долгую жизнь, а большую часть жизни я прожил как раз с невротиком, я тоже тяжело достаточно расставался. Но один раз в юности, я как вчера помню, я расстался так, как можно всем пожелать так расстаться. У меня была подруга, мне было лет 19, наверное, или 20, я не помню. 19, я думаю.
И вот мы с ней как-то так вот куда-то ходили вместе, и мы с ней пришли вместе на какой-то концерт, но мы с ней пришли не вместе. Кто-то опоздал, кто-то пришел позже, кто-то сел на одно место, другой сел на другое место. Кому-то влом было ходить в другое место, это искать. Когда концерт закончился, оба раздраженные вышли, потому что туда не было мобильных телефонов, опоздал, ну и сиди, куда сядешь. И вместо того, чтобы выяснять отношения, это все из-за тебя, ты долго собираешься, а ты где была, а че я сидел один, а ты где сидела вообще? Вот оба, не сговариваясь, сказали, надо завязывать, все уже. Когда уже такое раздражение, и кроме него ничего нету, не надо такие отношения. И я хочу сказать, потом были очень приятные дружеские отношения. Вы встречались на концертах, пожелали друг другу на концертах. Вот. Она даже потом вышла замуж за моего знакомого. Вот. Какое-то время там где-то привет, как дела. Я просто хочу сказать, что это самое здоровое расставание. Это когда, ладно, что. Вот действительно такая ситуация, у людей там это дерьмо копится годами. Они взрываются, они в себя рыдают, орут. А здесь, концерт кончился, свет включили, все вышли из зала, и я так подхожу, думаю, нахрен она мне вообще нужна. А она, я думаю, примерно то же самое думает про меня. И прямо только что не в десна прямо расстались. Добрый вечер, алло. Здравствуйте. Добрый вечер. У вас 3 минуточки, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, мы с мужем живем вместе, и, соответственно, у нас мы пережили измену 5 лет назад. И ваша или мужа? Измена моего мужа. И, соответственно, на протяжении 5 лет, такая служебная была история, работаем мы в одной организации, эта дама до сих пор портит мою жизнь. Мужа моего уволили из этой организации. Вопрос... А как же она портит вашу жизнь, если вашего мужа уволили? Из-за нее поют. А вашу жизнь она как портит? А мою, всякие мелкие пакости мне делает, всякие там организационные моменты. И она просто продолжает существовать в нашей жизни. Мы уже слышать и видеть ее не можем. Ситуация такая, что ей не муж мой нужен, а просто мне кажется, месть мне. А вы не можете другую работу? Над этим. А вы не можете другую работу найти, чтобы с ней не работать вместе? Соответственно, этим я сейчас и занимаюсь. Потому что, на самом деле у меня все классно, у меня в организации все замечательно. Просто мне не хочется терять мое место, мои достижения профессиональные, какие-то дружеские отношения даже в организации из барышни, которая хочет помериться со мной силой. Так можно сказать. Она и так уже проиграла. Муж к вам вернулся. Я думаю, может, ей сказать, барышня, чем мы можем тебе помочь? Ничем. Попробуйте, может, это поможет как-то, я не знаю. Я пробовала с ней беседовать, ни к чему хорошему это не привело. То есть, а как она реагировала? А как она реагировала? Реагировала, она тряслась, вся нервничала и сказала, что она будет говорить на 3. Со мной она выяснять отношения не будет. Я говорю, извини, я тоже с тобой выяснять ничего не буду. Михаил, вопрос немного не по теме, но мне очень хочется его задать, потому что впечатление, ситуация острая. Полина пишет. Мы с мужем не смогли договориться, как назвать сына. После долгих переговоров я сдалась и сказала, называй как хочешь. У меня случился нервный срыв. Теперь я не могу смириться с именем, которое дал муж. Я называю ребенка по-другому, а муж называет по-своему. Как жить дальше, насколько это вредно для ребенка? Ребенку сейчас 3 месяца, пишет Полина. В 3 месяца, я думаю, никак. Но тут скорее вопрос в отношениях и то, что Полина и муж по-разному называют ребенка. Вы знаете, я предполагаю, что, к сожалению, такая ситуация говорит о чем, что между отцом и матерью очень серьезный конфликт и разногласия, которые вылились в имени ребенка.
То есть не в смысле у нас все хорошо, только мы не можем договориться, как назвать ребенка. Я уступила мужу, теперь меня тошнит от этого имени и так далее. Нет. Так выглядит на примере ребенка конфликт между родителями. Вот эту проблему и надо решать. Если вы ее решите, вам будет все равно, как ребенка зовут. Если не решите, вас будет бесить еще больше. И придется, видимо, какие-то решения принимать. Как у нас говорить, организационного характера. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите. Алло. Алло, О, сработало. Здравствуйте. вы меня слышите? Не то слово. Марина, Михаил. скажите, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот мы познакомились с одним мужчиной 5 лет назад, и не можем найти консенсуса, и нравились друг другу, но никак не могли договориться. Вот сейчас он опять появился в моей жизни, и за это время у меня появляются другие претенденты, так сказать, но они мне нравятся. А можем ли мы как-то с ним найти общий язык? Вот давайте он еще так раз. хочет сразу секса, а я как бы хочу, чтобы он за мной ухаживал. Ну, как обычно, ты женщина. То есть 5 лет назад у вас что было? Расскажите мне. Что? Что было 5 лет назад? Ну, вот так, то же самое, так вот упирались, как два барана, и так и остались. Целый год упирались. То есть вы в течение года в семье занимались сексом, да? Нет, я не занималась. Кстати, потому что он не занимался ухаживанием за мной. Что он делал? Но не ухаживал за мной, никуда меня не приглашал, никуда меня не водил. А зачем вам такой мужчина и такие отношения? Но он говорит сейчас, что он исправился, а Но- все равно никакие предложения не поступают. Я говорю, ну, раз предложений других нет, я кладу трубку. Ну, что тут А такого? он интересный очень человек. Вот в плане общения он интересный человек. Ну, так разговаривайте с ним. Ну, общайтесь. Вы же говорите о другом, что он вас никуда не приглашает, не ценит, не уважает. А вы просто так, с кем ни попадя, не будете заниматься сексом без ухаживаний. А то, что вам всем приятно общаться, то мы общайтесь без обязательств. Что у нас еще? Вопрос от слушательницы, он подводит итоги вообще всех ситуаций, того, что было. Без подписи, к сожалению. Добрый день. Как перебороть страх новых отношений после того, как в предыдущих было что-то не то? Вот у меня все прекрасно, любовь, морковь, но гложет черви, что что-то пойдет не так, и когда-то кончится. Да в конце мы вообще все умрем, что так напрягаться-то. Смотрите, очень помогает не бояться вступить в следующие отношения, создать еще одну ситуацию, которой еще у вас не было. Помогает, когда вы берете на себя ответственность за то, что было в предыдущей истории. Когда вы не, как сказать, когда у вас нет психологии жертвы, когда вы не рыдаете, не говорите, как он мог со мной так поступить, или вообще я сама виновата, я в последнее время стала мало уделять внимания мужу, я перестала за собой следить, ну и бла-бла-бла. Когда вы рассуждаете как жертва, вам, конечно же, обидно. Так вы рассуждаете как сильный человек, ответственный человек, говорите, что да, я видела, но что это отношения безобразные ко мне, и меня это не устраивает, мне такие отношения не нужны. И тогда вы не просто переживете любую болезненную ситуацию, а вы совершенно спокойно, без обид, о ней даже вспоминать не будете и нормально вступите в новые отношения. Но дело в том, что большинство людей, это сегодня было понятно по звонкам, считает, что с ними так поступили, их обидели, растоптали, некрасиво, несправедливо, неправильно. Хотя поведение, например, если так вот женщины звонили, мужчины сегодня не жаловались, что женщины им изменяли. Звонили женщины и говорили, что вот муж изменил. Начинаешь разговаривать, понимаешь, что это было, ну, можно было предположить, что, простите, пожалуйста, отношения уже как бы не те, муж куда-то пропадает, где-то задерживается, где-то телефон свой не показывает, ну и так далее. Вот вы, когда обращаете на это внимание, берите на себя ответственность. И будет вам счастье, а я прощаюсь до следующего вторника.